Это обзор мода от Astral на версии 1.18.2. Данный мод добавляет нам возможность попасть на другие планеты, например, Меркурий или Венера. Если вас заинтересовал этот мод, то приятного тем, кто степет, и приятного просмотра. Данный мод находится на фабрике, и он новый. Он вышел 2 октября или 3, вот скрином. Так что данный мод, ну как бы он сделан, но ошибки есть. Бывает у меня с шейдерами вылетает. Именно с шейдерами. В данном моде всего 4 руды. Это, вот это и вот это. Данные все руды нам нужны. Броня из них не крафтится, из них крафтится только вот пластины или какие-нибудь слитки. Они появляются на других планетах некоторых, а также глубоко в пещерах. Именно вот в глубинном сланце. А это глубоко под землей. Далее зайдем в наш бункер. Вот такая вот анимация двери, на самом деле очень громкая. И, пожалуй, ну энергия, она нам всем нужна. Это угольный генератор. Очень просто, вы просто берете уголь, ставьте вот сюда уголь и вырабатывается энергия. Вырабатывается довольно быстро. Ой, не нажал. Вырабатывается довольно быстро и вот так вот крафтится. Довольно легко, так что проблем не составит. Далее идет компрессор. Компрессор компрессирует слитки. Вот, просто кладете слиток, он компрессирует в пластины и всего на 5 пластин. Вот они. Далее тут есть трубы. По сути своей, вот это разнообразие труб, оно не имеет значения, так как все эти трубы одинаковые свойства. Ни скорости, ничего не добавляется. Просто, ну... У кого у вас больше добавляется там каких-то ресурсов, то вы и делаете, например. Теперь открываем следующую дверь, так как здесь мы все закончили. Конечно, сразу в глаза бросается вот эта огромная ракета. Сразу скажу, здесь всего 4 ракеты, именно 4 уровня. Это 1, 2, 3, 4. Они относятся на какую планету и вы сможете отправиться. То есть там, например, на Землю 1 ракета, на Марс 2 ракета уровня, а там, например, на Венеру 4 именно ракета нужна уровня. Крафтятся они на таком вот столе. NASA Workbench. Ну, такой вот рабочий стол. Так вот он выглядит очень просто. Берете, крафтится он вот так вот, тоже очень просто. И, например, 4 уровня ракета делается вот таким вот образом. Но вам не нужна там 1 уровень ракет, 2. Просто берете, переплавляете вот эти слитки, которые добавили в сланце. И вот как, крафтите. Делается она, в принципе, не так сложно. Далее идут вот такие вот броньки, то есть 1 уровень, 2 уровень и 3 уровень брони. Например, вот 1 там. Это обычная броня, так, с воздухом, да, и так далее. Чем выше уровень, тем больше помещается в вас воздуха, а также на 3 сет брони вам добавляется джетпак. Ну, вы можете летать, например, вот. Сейчас надо надеть полный сет брони. Перейдем в режим выживания. Когда мы наведем полный сет, нам вот показывается О2, а также уровень батареи нашего костюма. И вот так вот мы можем взлетать, как бы джетпак. Но аккуратно приземляйтесь, потому что вы можете получить урон. Также вы можете как-то... Летя, вот так вот можете лететь, как на элитрах, так что очень классно. Летите себе, ну или вот так вот спускайтесь. Так что, в принципе, броня очень классная. Можно даже тут ходить. Ну, а крафтится она очень дорого, потому что вот это все, ну, по крайней мере, надо крафтить. И делается она из предыдущего уровня, то есть вот это из предыдущего, а вот это из предыдущего. Ну, то есть самое первое. Далее вы можете менять просто им баллоны с кислородом, а как их наполнить, вам понадобится специальная вот такая вот охуенный ладаудер. То есть как-то сюда ставите, и она заполняется. Перейдем все-таки к воздуху. Теперь перейдем, пожалуй, к топливу. То есть вы, допустим, пострелили ракету, да? Но она же у вас не заполнена. Вот, допустим, мы сломали ее. И вот, у нас типа не заполнена ракета. Летать мы не можем. У нас нет топлива. Поэтому, допустим, мы ее взяли. И вот у нас есть Full Refinery. Все очень просто. Сюда вам понадобится вот такая вот жидкость. Данная жидкость появляется в океанах. Например, давайте здесь поставим спавнпоинт, чтобы потом вернуться. И вот, например, Locate Beyond, там океан, да? Телепортируемся в океан и ожидайте того, что у вас будет очень маленький FPS. Потому что эта зараза жрет не так немало FPS. Где-то здесь была неподалеку, вот такая, вот она. FPS она кушает у меня достаточно, вне зависимости от записи и так далее. И выглядит, конечно, это все странно, ну как бы, да. Сразу видно, что мод как бы сделан, но не доделан. Просто берете отсюда, и вот у вас есть вот такая вот ведро. И вот вы добавили ведро, ставите вот сюда. Теперь вам нужна энергия. Энергия, допустим, вот есть такой энерджайзер. Энерджайзер делается вот таким образом. Это как бы переносной сборщик энергии. То есть вы его заряжаете, и вот так вот вы можете куда-нибудь передвигать. Можете даже какой-нибудь предмет положить сюда. Вот, например, ракета будет у нас. Ну или выключить его. В особенности она очень нужна будет в космосе, потому что там энергии солнечной панели не работают, а они, кстати, тут есть. Вот такие вот они. Solar Panel, Titan Stick. Ну, здесь вы можете использовать, да, это выглядит классно. Обычная солнечная панель, просто запитывайте. Берите, например, кабеля, и вот так вот вы куда-нибудь переносите энергию. Теперь видите, как она делается. Когда вы сделали топливо, вы просто берете ведро, а оно вот так вот сделает. Все, у нас теперь есть топливо. Ну или вам не обязательно было сюда ведро ставить, вы можете взять просто ракету, вот пустую. Кладете сюда ракету, она запиталась. Ну или потом поставите, вот, вы можете вот сюда ее запитать. Все, ракета запитана. Далее есть, конечно, еще криофризер. Криофризер это как бы замораживающая вода.
То есть вы кладете сюда лед, перерабатывается это все. Вот, например, покажу вам сейчас. Кладете сюда лед, делается вот такая вот жидкость, и после ее размещения, то есть все живые существа, которые вокруг нее, она их замораживает. Например, на себе протестирую. Вот видите, также я получаю колоссальный такой урон. Так что вещь довольно опасная. А также она очень сильно распространяется. Вы только поглядите на это. Ну а далее идет уже связанное все с воздухом. Есть, например, Ахуген сенсор. То есть данный сенсор определяет, если там вот в какой-нибудь среде воздух. То есть вот такие машины, когда вы делаете воздух, эта машина делает воздух, а это как бы его распространяет в помещении. То есть вы ставите, он определяет воздух и все. Но я думаю, это надо делать не здесь, чтобы вам было понять, и вам нужно отправиться на планету. Например, ставим ракету, заходим в нее, ну и нажимаем пробел. У нас идет обратный отчет, и мы сейчас просто взлетим наверх. И вот так вот мы полетели. Так сказать, это у нас замена Галактикрафта. Конечно, не доделана, но замена. Также там есть метеориты, если вы заметили. А я только сейчас заметил. Я что-то метеоритов тут находил. А куда я полетел? Я метеоритов-то не находил. Стой! Итак, все, у нас появляется вот такая вот фигня. Но желательно, когда вы загружаетесь в орбиту, вам лучше выключить шейдер, потому что бывает, что просто вылетает. И вот у нас вот такие вот планеты, да, это все классно. Например, можем на Меркурий или на Венус. В каждой планете есть по одному существу, ну, по одному или по два. Например, вот есть на Марсе, или там на Луне, там есть такая деревня. То есть давайте, допустим, на Луну поедем, и сейчас я вам все покажу. Далее идет у нас такая станция, только почему она взрывается, всегда я не понимаю, зачем тогда она вообще нужна. Теперь же давайте я вам объясню, как нам делать воздух. Во-первых, чтобы ваша ракета не сломалась, когда вы падаете со станции вашей, вот это warning написано, вот, видите вот это, то вы просто зажимаете пробел, и вы как бы мягко падаете. За счет этого вы как бы упали, у вас вот такая станция, и потом вы просто ее ломаете, ну, как бы нажали как-то, и у вас выпадает ракета. Ставите платформу, делаете ее как-нибудь, и вот опять можете хоть взлетать. А иначе, если вы взорветесь, то ясен пень, то, к сожалению, ваша ракета взорвется, и как вам отсюда выбраться, это уже без понятий. Ну да ладно, давайте я вам объясню все-таки про воздух. Вот, допустим, мы взяли вот с собой 3 блока, нам они необходимы. Во-первых, вот давайте поставим блок, и видно, что здесь воздуха нет. Давайте, допустим, закроем вот такую маленькую комнату, сделаем. Обязательно нужно сделать так, чтобы был вакуум. Ну, чтобы помещение было закрыто. Например, мы закрыли, поставили этот блок, и видно, что у нас нету воздуха. Ну, оно и понятно. Теперь нам нужно 2 блока. Это Ахуген Лодер и Ахуген Дистрибьютор. Мы их ставим, например, вот где-то вот так вот, допустим, да. Нам нужна энергия, давайте возьмем, якобы мы запитали энергию. Возьмем энерджайзер, поставим вокруг них. И теперь для начала нам нужен вот этот блок. Мы в него заходим, и тут все, конечно, непонятно, но все очень понятно. Берем, например, воду. Мы должны взять воду. Вот мы взяли воду, кладем ее сюда, она запитывается и делается воздух. После чего мы так вот делаем, оно заполняется, делается воздух. И когда вы уже получили воздух, так сказать, вы кладете сюда ведро. Вы получаете вот такое вот ведро. Теперь вот заходите в этот блок, ставите вот сюда вот ведро, и данный блок как бы распространяет воздух по округе. И вот у нас здесь есть воздух, он запитывается и делается. Постепенно и так вот разбрасывает. Поскольку помещение маленькое, воздуха здесь много не надо. Чем больше помещений, тем больше он растрачивает воздуха. Поэтому таких блоков нужно несколько. И все. Вот я даже перейду в режим выживания, все, я дышу, понимаете? Это очень классно. Но если вы откроете этот блок, сразу оно будет красным гореть. Подождем немножко. Видите, воздух даже сразу прям вот уходит мгновенно. Но за счет того, что здесь еще воздух есть, если мы вот так вот пооткрываем, то все. Воздух начинает быстрее уменьшаться, и при вот таком вот открытии, ну, ясен пень, у нас не будет воздуха. И вот нам сразу повезло на деревню. То есть вы вот, когда вы встретили такой вот, можно сказать, колодец, спускаетесь вниз, и здесь у нас вот такие свои жители. Да, они вот тут ходят, инопланетяне. В принципе, классно. Даже есть такая вот библиотека, мини-библиотека, у нас картограф. Ну, в принципе, выглядит классно, на самом деле. Мододел, который это делал, классно. Также тут даже есть кузница. А кузница это тоже по-своему прикольно. Есть слитки вот такие. Space Helmet вы даже можете найти. И, в принципе, радоваться в своей жизни. Ну, а давайте мы отсюда выйдем. Также я хочу вам показать пещеры. Пещеры здесь очень огромные. Вы здесь можете найти железо, а также новые руды, которые у вас попадались в моду. То есть, там 4 руды, которые я показывал в самом начале. Вот, например. Также новая руда — это чиз ор. Из него выбирайте обычный сыр. Сыр можете есть или продавать жителям за изумруды. В принципе, полезная вещь. Ну и давайте, раз мы на Луне, я вам покажу всех мобов, которые тут есть.
То есть вот они враждебные, в основном есть много враждебных. Вот, конечно, у нас есть жители. Есть у нас вот такие ночные, они в основном появляются на Луне. Есть вот такие крабы, которые я только что видел. Есть вот такие вот марсианин. Ну, они, в принципе, появляются на какой-то либо планете. Так что, в принципе, это очень даже прикольно. В остальном же на Луне делать нам нечего. Так что, ну, сейчас мы вырубим шейдеры, потому что нам нужно вернуться назад. Давайте поставим ракету. И, например, вот мы сейчас взлетаем. Хочу вам показать космическую станцию. Космическая станция, она, в принципе, я не знаю, для чего она нужна здесь. Я вам по правде скажу, но сразу говорю, мод будет дорабатываться. А это и хорошо. То есть вот так вот вы путешествуете по всем планетам, которые есть в Солнечной системе. Но сейчас я хочу попасть на одну планету, которая не относится к Солнечной системе. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, Проксима Центр. Я не знаю, что это за планета, но давайте попробуем на нее пойти. Вот мы есть Space Station. Давайте орбиту все-таки пойдем. И вот так вот мы летим, в принципе. Да, орбита это обычная орбита. Мы еще не на Земле, не на этой планете. А космическая станция, вы просто строите ее тут рядышком. Ну вот мы попадаем на эту заснеженную, так сказать, планету. И здесь один снег. Ну, кстати, прикольно. И вот такой сейчас будет взрыв. Все. Вот так вот мы взорвались. Кстати. Так это пригодная для жизни планета? Просто сам я здесь не был. И здесь воздух есть. В принципе, планета прикольная, да. Да, тут воздух есть, так что вот здесь вот можно что-то поделать. Но живых существ здесь вряд ли какие-то есть. Здесь даже есть аметисты, как вы видите. То есть это, можно сказать, аналог Земли. Потому что вон я видел уголь только что. Ну, кстати, да, аналог Земли. Правда, деревья нет. Но, в принципе, планета прикольная. Сам мод, в принципе, прикольный. Так что, в принципе, я думаю, заканчивать. Потому что больше в этом моде ничего нет такого интересного. Здесь есть, конечно, декор. Да, здесь есть такие классные двери. Я полностью согласен. Вы можете их скрафтить и смотреть. Вот, например, еще одна дверь. Тоже классная. И здесь разное количество. Можете ставить декоративные блоки, какие-то свечащиеся блоки. В принципе, мод хороший, классненький, было бы классно его пройти. Особенно вышел он недавно. Так что спустя каких-нибудь там неделек, может быть месяцев, и мод доделается, если, конечно, кто-нибудь там захочет. Ну или сам разработчик захочет. Со мной я Диспетчер. Если вам понравился мод, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока-пока.